Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы создадим простой календарь с помощью HTML, CSS и JavaScript. Поглубже познакомимся с объектом Date и пропишем все необходимое в Style CSS, чтобы добиться такого красивого эффекта глаз морфизма. Погнали! Для начала напишем HTML-структуру нашего проекта. Создадим div с классом Decors. В нем будут у нас декоративные элементы, два кружочка, декор первый и декор второй. Календарь. Календарь будет состоять из шапки и тела. Так и запишем. Календарь header и календарь body. В шапке будет месяц, календарь, months, с айдишником months, year. И две кнопки. Button, type button с классом календарь btn и айдишником pref btn. Для нашей кнопки не хватает только иконки. Давайте перейдем на сайт svgrepo.com. На нем в поиске введем arrow left и найдем подходящую иконку. Вот это подойдет. Единственное, нужно изменить цвет на белый. И теперь можно сохранять наш проект. Добавим папку img и в нее загрузим arrow left. Сразу же давайте найдем иконку для правой кнопки. Вот, отлично. Изменим цвет на белый и скачаем нашу папку arrow right svg. Теперь перейдем обратно в наш код, добавим изображение, укажем путь img arrow left и иконка. Скопируем, изменим только ID, будет next btn, и саму иконку arrow right. В теле нашего календаря будут названия дней недели. Так и запишем календарь day names. Не будут появляться динамически. И сами дни недели. Календарь days. С айдишником календарь days. Супер. Теперь перейдем к стилям. В Style CSS для начала обнулим ненужные стили. Padding, margin и box sizing, border box. Для body пропишем фон градиентный.
на всю высоту экрана. Размер шрифта 24 пикселя. Шрифт пусть будет Josephine Sans, без засечек. Сделаем флекс контейнером и все элементы расположим по центру. Для календаря зададим Position Relative с высотой 370 пикселей, с шириной 450 пикселей и закруглим на 25 пикселей по бокам. Фон для нашего глаз морфизма мы сделаем с небольшой прозрачностью. И установим необходимое свойство Backdrop Filter. В нем мы укажем, насколько необходимо размыть наш фон. Готово. И теперь укажем границу 2 пикселя. Цветом вот таким. Тень немного добавим, 0,080 пикселей. И Overflow Hidden. Для шапки календаря сделаем Display Flex. Расположим по краям наши элементы и по центру вертикальному. Добавим паддинг сверху 15 пикселей, по бокам 20 пикселей, снизу 25 пикселей. Цвет шрифта пусть будет белым и немного жирности. Font Weight Bold. Для кнопок календарь James. Также сделаем Display Flex. Добавим небольшой отступ между ними в 20 пикселей. Для отдельной кнопки уберем фон, который есть по умолчанию. Уберем границы, которые также есть по умолчанию, и добавим курсор Pointer. Немного плавности. Opacity 0.1s. Для самой картинки внутри кнопки мы пропишем календарь GN AMG, ширину 20 пикселей и высоту также 20. При наведении у нас будет меняться прозрачность. Для дней недели Day Names и для дней будут похожие стили. Они будут grid контейнерами. Внутри них расположены 7 одинаковых колонок. По центру и шрифт белый. Внутри самих элементов они также будут располагаться по центру. Небольшой отступ вниз, 10 пикселей. Для дней недели зададим шрифт 16 пикселей. Для дней зададим отступ между строк 5 пикселей.
Для дней, кроме тех, которые будут скрыты, мы в дальнейшем добавим им класс Days, календарь Days Hidden. Мы пропишем курсор pointer шириной 40, высотой 40, цветом белым. Делаем дисплей flex и по центру. Размер шрифта 20. Закруглим, делаем полностью круглыми, border радиус 50. И добавим немного плавности, transition для фона. Ground color. Для сегодняшнего дня добавим JavaScript класс Today. Фон будет у нас такой, и цвет также белый. Немного жирности и закруглим. Добавим hover. Но не забудем про скрытые дни. Дни либо прошлых месяцев, либо предыдущих. Календарь Days Hidden. Hover. Background color. И остается только прописать стили для наших кружочков. Course Position Absolute. Высота 270, ширина 450. Слева сверху 50%. Добавим Transform. И для каждого кружочка запишем Position Absolute и сделаем их круглыми. Border Radius 50%. Фон будет Ideal Gradient. Вот такой. Для каждого кружочка еще пропишем отдельно. Для первого высота будет 200 пикселей, ширина также 200. Снизу добавим минус 90 пикселей отступ, слева тоже 90. И добавим немного прозрачности. Для второго высота 180 пикселей, ширина 180, сверху 100 пикселей и справа 60 пикселей. Супер. Теперь перейдем к JavaScript. Для начала объявим переменные. Months, year, L, get by ID, в ней мы поместим месяц и год, соответственно. Далее создадим переменную для дней недели, days container. Календарь days. Переменную для названия дней недели, name container.
календарь day names. И кнопки влево и вправо. Const pref btn. И вправо next btn. После этого создадим массивы для месяцев и дней недели. Можно подписать массивы месяцев и дней недели. Const months names. Их я заранее подготовил, чтобы ускорить процесс. И дни недели, соответственно, const day names. Также добавим их сюда в массив. Супер. Далее создадим текущую дату. Пишем ее переменную current date. И отрисуем дни недели. Render day names. В наш контейнер с названиями дней недели мы будем добавлять дни. С помощью метода map сначала пройдемся по массиву, создадим новый. С помощью обратных кавычек мы добавим span, внутри которого будет название дня недели. И с помощью метода join объединим дни. Супер. Теперь займемся отрисовкой самого календаря. Для этого создадим функцию render календарь. В нем мы получим текущий год. С помощью метода getFullYear текущий месяц, months. С помощью метода getMonth. И запишем месяц и год. Нашу переменную, которую мы объявляли в начале. Текст content. Months. Names. Пройдемся по массиву с нашими месяцами. Выберем текущий months. И рядом запишем год. Year. Так, еще в этом календаре нам необходимо получить первый день и количество дней в месяце. Для этого создадим переменную first day. В ней мы возвратим день недели для первого числа месяца. Get day. И добавим 6, чтобы неделя всегда начиналась с понедельника. После этого возьмем модуль от 7.
чтобы индексация всегда была от 0 до 6. К примеру, если для понедельника мы единицу прибавим к 6, потому что 0 это воскресенье. 1 плюс 6 будет 7, и 7 от 7 равно 0. И индексация всегда будет от 0 до 6 в любом случае. Далее найдем количество дней до конца месяца. Days in months. Для этого 32 мы отнимем наш объект newDate с годом и следующим числом следующего месяца. Возьмем метод getDate, который поможет нам возвратить оставшиеся дни до конца месяца. Теперь очистим предыдущие дни. Для этого days container пропишем inner.html пустую строку. После этого добавим пустые элементы для предыдущих дней с помощью цикла for от 0 до первого дня. В контейнер days container буду добавлять span. С классом, который мы уже указали в CSS, календарь days hidden. После этого добавим дни текущего месяца. Let day 1 с первого дня до days in months включительно. Пройдемся по дням недели. После этого запишем переменную isToday. В ней у нас будет текущий день недели. New date get date. Months месяц. New date get months. И год. Get full year. И теперь в контейнер days контейнер мы будем добавлять дни недели. Но с разными классами. Будем проверять, если это сегодняшний день, то добавляем класс today. Если нет, то пустой класс. Но в любом случае будет номер дня недели. Так, с этой функцией мы закончили. Осталось настроить переключение. Change months будет принимать дельту. И будем отталкиваться от текущей даты.
и текущего месяца. Get months. Прибавлять дельту. И отрисовывать календарь. Повесим слушатели событий для кнопок. Prevent клик. Change months. Будем передавать -1. А для nextBTN будем передавать единицу. И остается только инициализировать наши функции render day names и render календарь. Так, проверяем. Отлично. Переходим в следующий месяц, прошлый месяц. Предыдущие дни, как вы видите, скрыты. И следующие дни также следующего месяца. Мы не можем навести на них. Все работает отлично. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также на моем бусте вы можете найти более сложную версию календаря с событиями на разные даты. За символическую плату можно оформить подписку и получить код вместе с видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!